Всем привет! Сегодня прекрасная погода, и в нашем обзоре отличный автомобиль Isuzu NMR 85H. Сам бренд Isuzu родом из Японии, но собирается у нас в России на заводе в Ульяновске. Специально для городских перевозок был разработан модельный ряд NMR, который включает в себя модификацию 85 с индексом H, с которой мы сегодня знакомимся, на 5 евро по лет, и с индексом E, это уже на 8 евро по лет. Разрабатывая автомобиль для городских перевозок, появилась именно эта модификация. Для того, чтобы удобно маневрировать в тесных улицах города Москвы, а также любых других населенных пунктов, появилась именно эта модификация. У него короткая передняя часть, прямоугольная кабина, а также небольшая колесная база, которая позволяет установить вам фургон вместимостью на 5 евро по лет. Серийное название, которое присвоено от завода этой модификации, Elf 3.5, модификация Short. В этом же модельном ряду Elf 3.5 есть модификация Long, которая, как я и сказал, на большее количество евро по лет. Колесная база у нашего шасси 2490 мм. Сама компоновка шасси классическая, колесная формула 4х2. В базе у нас установлены усиленные колеса 16 радиуса, а также большое количество рессор. Теперь немного поподробнее поговорим о шасси. В базовом исполнении тормозная система, которая устанавливается на переднюю и заднюю ось, барабанного типа. Да, оснащается она активными системами безопасности, такими как ABS, системой курсовой устойчивости ASR и система распределения тормозных усилий Electronic Brake Direct. Бортовая система автомобиля 24 вольта, поэтому установлено на левой части шасси 2 аккумулятора. В серийном исполнении специально для России присутствует топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем. Самую высокую грузоподъемность в классе обеспечивает конструкция задней оси. У нас установлены двухскатные колеса размером 205/75 R16C, а также многолистовая рессора, которая насчитывает аж 10 листов. Топливный бак расположен с правой стороны автомобиля. Так как автомобиль предназначен для эксплуатации в черте города Москвы, либо любого иного города, его объем небольшой – 75 литров. При этом стандартно исполнен механизм запирания горловины топливного бака. Стандартная светотехника на автомобиле такова. Передняя большая блок-фара, куда входит, соответственно, лампочка габаритного огня, ближний свет, дальний свет, повторитель поворота, который дублируется на двери автомобиля, а также передние противотуманные фонари. Свет переднего бампера автомобиля довольно небольшой, поэтому вам нужно будет эксплуатировать его с аккуратностью перед бордюрами или другими иными препятствиями. Механизм опрокидывания кабины находится с левой водительской стороны. Здесь есть специальный механизм фиксации кабины в опрокинутом положении. Двигатель, который серийно устанавливается на этот автомобиль, турбированный дизельный. Его объем 3 литра, его мощность 124 лошадиные силы, а крутящий момент 354 ньютон-метра. Наш двигатель работает в паре с механической пятиступенчатой коробкой переключения передач. Ее передачи короткоходные, поэтому данный автомобиль отлично будет себя чувствовать в условиях города и не очень комфортно будет себя чувствовать на трассах на больших скоростях и длительных расстояниях. Передняя подвеска нашего автомобиля также рессорная, но количество рессор, которые устанавливаются здесь, 6 единиц. Немного расскажем про салон. Традиционно для Isuzu двери с обеих сторон кабины раскрываются на угол 90 градусов, что обеспечивает огромное пространство и очень удобный доступ в салон.
Для этого также предназначен специальный поручень на передней стойке. Он есть с левой стороны, а также с правой. Внутреннее убранство самой кабины довольно небогатое. Есть две базовые комплектации – стандартная и улучшенная. Что входит в стандартную комплектацию? Минимально необходимый пакет для эксплуатации автомобиля зимой включает в себя обогрев зеркала заднего вида, а также специальный регулятор оборотов холостого хода, чтобы вы имели возможность зимой для прогрева двигателя. Из систем пассивной безопасности на автомобиле устанавливается для водителя трехточечные ремни безопасности, для крайнего пассажира трехточечные ремни безопасности, а для среднего пассажира, к сожалению, двухточечные ремни безопасности. К базовой комплектации также можно отнести регулируемую рулевую колонку в двух направлениях, соответственно, вперед-назад, вверх-вниз, полка над водителем и пассажиром для небольших документов, а также аудиоподготовку с антенной, но без динамиков. Для заказа доступна улучшенная комплектация. Она включает в себя аудиоподготовку, но уже с двумя динамиками, центральный замок, электростеклоподъемники обеих дверей, кондиционер, пепельницы, а также подстаканник. В базовой комплектации идет тканевая обшивка сидений. При эксплуатации зимой это небольшой комфорт, то есть вы не садитесь в холодное кожаное сиденье, не скользите, летом у вас не очень сильно потеет спина и все прочее. Но есть определенный недостаток, соответственно, она более маркая, его тяжелее поддерживать в чистоте. Само сиденье имеет регулировку по длине вперед-назад, имеет регулировку спинки, за которой находится место, куда помещается зип автомобиля. С пассажирской стороны у нас два сидения. Спинки выполнены едино, не разделяются. Общая спинка также имеет механизм опрокидывания. Вы можете использовать это как небольшой столик. За ними также можете найти, соответственно, зип и домкрат. Зеркала, которые установлены на автомобиль, имеют механическую регулировку старым дедушкиным способом. При этом имеют обогрев для зимы, большую площадь остекления и хорошую обзорность. Заводская колесная база и длина рамы около 3 метров позволяет нам установить сюда фургон габаритными размерами длиной 3,20, шириной 2,20, высотой 2 метра. В стандартном исполнении это мы получаем около 14 кубов по наружным габаритам. По палетам это 5 евро палет вместимости. Но если характер ваших грузов требует дополнительный объем, мы можем сделать еще немножко больше длины, то есть еще 10 сантиметров добавить, и высоты добавить около 20 сантиметров. Тем самым мы с вами добавим примерно куб. В каждом обзоре мы говорим о том, что мы можем устанавливать сюда разные типы надстроек. Промтоварные, изотермические, рефрижераторные, бортовые платформы. В любом исполнении, с любым количеством опций под любые ваши требования. Их надо только своевременно и качественно обозначить. В данном случае под нашего корпоративного клиента мы собирали автомобиль под глубокую заморозку. Соответственно, здесь установлен фургон производства завода «Исток», дилером которых мы являемся. Сам фургон выполнен по технологии сэндвич-панелей. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол толщиной 90 мм. В качестве стандартной наружной обшивки идет блокированная сталь. Внутри то же самое. Стандартное обрамление фургона, значит, анодированный алюминиевый уголок. Задняя рамка и фурнитура дверей идет из оцинкованной стали. По вашему желанию, как я и говорю, каждый репортаж, это может быть снаружи пластик, заднее обрамление и фурнитура дверей, это может быть, соответственно, нержавеющая сталь. Фурнитура дверей имеет механизм фиксации. Здесь это придется делать навесным замком, что не очень удобно, соглашусь с вами. Каждая дверь имеет фиксатор молоточкового типа для фиксации двери в открытом положении. В разрезе наша дверь выглядит вот таким образом. Толщина практически 100 мм и многолепестковый уплотнитель. Для удобства доступа в кузов используется специальный поручень на задней рамке, а также подножка. Все наши изотермические фургоны выглядят именно таким образом. Примерно так же выглядит наш промтоварный фургон, который мы называем легкий сэндвич. Стенки сделаны по технологии сэндвич-панелей и толщиной 30 мм без утепления пола. Это вам обеспечивает гораздо большую
герметичность кузова и меньшее количество возможного попадания воды, а также экономия на весе фургона. В стандартном исполнении в качестве обшивки стен внутри используется лакированная сталь, настил пола сетчатая фанера, один плафон освещения светодиодный, который включается и выключается с помощью кнопки, а также отбортовка высотой 250 мм. Она выполнена из оцинкованной стали. По вашему желанию, как вы помните, мы можем установить вам такелажные ленты в 1, 2, 3 ряда, такелажные кольца в пол для фиксации груза, боковые двери, пластиковые обшивки, отопители, а также системы рефрижераторные. Для перевозки продуктов в режиме глубокой заморозки мы рекомендуем использовать качественное холодильное оборудование, а также устанавливать его с небольшим запасом по мощности. Это даст вам возможность более быстро достигать нужную температуру, а компрессор системы будет работать без особой нагрузки. В данном случае, по требованию нашего корпоративного заказчика, установлено итальянское холодильное оборудование марки Zanoti, модель 038. Конструкция задних распашных дверей имеет небольшой скос. Вы можете это здесь видеть. Это облегчает открытие и закрытие дверей фургона. Что хочется сказать в заключение. Японский автомобиль надежного качества. Лучшая грузоподъемность в классе, соответственно, 3 тонны грузоподъемность шасси. 5 палет вместимости. Возможность выбрать другую колесную базу на 8 палет вместимости. По ПТС 3,5 тонны, соответственно, Б-категория не требует грузовой категории. Въезд в центр Москвы без проблем, по ПТСу 990 килограмм. Гарантия 2 года либо 100 тысяч километров, межсервисный интервал 20 тысяч километров и относительно приемлемая цена. Если по всем этим параметрам автомобиль вам подходит, то я рекомендую сделать выбор именно в пользу его.